Открытое обращение астролога России к народу США, к народу и к народам США и всего мира от 20 марта 2022 года. Внимание американским гражданам, истинным демократам и борцам за свободу, за честные выборы и эффективную политику. Подумайте и ответьте честно. Сами себе ответьте, куда идут ваши деньги, деньги налогоплательщика США, на какие такие бессмысленные войны или даже подкуп разных европейских политиков, держав, только ради амбиций ваших политиков, ради призрачного миража мирового господства, поддержания прежнего миропорядка с моделью однополярного мира. Я астролог, больше 20 лет успешно занимаюсь астрологией в России. У меня есть клиенты из Соединенных Штатов Америки и других стран. И я не делю мир на русских или американцев. Считаю, что мы все живем на одной планете. И сейчас нам всем есть о чем задуматься. Решить одну наболевшую проблему. Проблема эта простая. Куда девать 150 миллионов русских, по данным статистики. А если учесть эмиграцию, расселенных по всей планете, то русских будет гораздо больше. Проблема эта простая, да? Но это страшное зло, угроза для всей безопасности просвещенной и демократичной Европы. Сегодня Россия разбомбит Украину, а завтра военная экспансия России пойдет дальше в Европу. И кто защитит тогда демократию и мир во всем мире, если не Соединенные Штаты Америки? Я не политик, а только астролог и аналитик. И на основе своего профессионального опыта могу делать масштабные стратегические выводы не только о развитии конкретных, влиятельных и сильных личностей, но и о развитии корпораций и стран. Выводы о мировой политике. И сейчас все мои выводы о том, что всему миру настала пора политически меняться. И Америке настала пора критически пересмотреть свою внешнюю политику, обновиться и улучшиться. Как стране, как нации. Чтобы завтра Америка сохранит за собой статус страны свободы и демократии, который вы уверенно все последние годы или даже десятилетия стремительно этот статус теряете в глазах мировой общественности. Я русский, и я не поддерживаю политический курс Путина Владимира Владимировича. Не поддерживаю. Никогда не поддерживал. И вообще не состою ни в какой партии. И вся моя аналитика и данные выводы и призывы от звезд из будущего. Managed from the future. К тому же я люблю культуру и историю Америки, как и многие люди в России. И уверен, что очень скоро гуманитарная помощь потребуется именно Америке. НАТО есть такая организация, Североатлантический военный альянс, созданный после Второй мировой войны в целях обороны от возможного противника. Так вот, это военно-бюрократическая организация, которая давно просто оправдывает свое существование, сама разжигая и финансируя войны и политическую нестабильность во всем мире. Америку все бы любили и уважали гораздо больше, не будь у вас этой болезни, претензий на мировое господство и содержание давно изжившей себя системы и доктрины НАТО. Организации, которой очень нужен внешний враг, внешняя угроза, внешний страх. Без хаоса и войн во всем мире НАТО станет бесполезной организацией. Эти люди просто останутся без работы. А кроме как вести войны, они ничего больше не умеют. И в вашей стране днями и ночами работают целые организации, чтобы культивировать средствами пропаганды
через индоктринацию и сугестию в официальных средствах массовой информации, проще говоря, через зомбацию сознания. Этот образ врага из России. Ваши средства массовой информации в основной своей массе превратились из независимых объективных аналитических источников в слепые машины для реализации пропаганды вражды с Россией как главного врага после распада Советского Союза. А теперь спросите себя, просто простые граждане Америки. Вы хотите жить в мире с развивающимся американским звездно-полосатым флагом над всей планетой? Земля. Чтобы все эти страны с разной культурой, разной национальности, с разной историей, религиями были превращены в ваши новые штаты, и чтобы Америка воспитывала и содержала эти нации, вела их за собой к своей модели американского счастья, и Африку, и Новую Зеландию. Любой ценой, через финансирование нестабильности в Украине, через постоянное политическое давление на членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, через ставшие лицемерными и лживыми средства массовой информации, которые фальсифицируют данные, не говорят все объективные правды людям, которые им, ведущим, управленцам на телевидении, им прекрасно документально известно, или просто даже нагло врут гражданам своей страны и всего мира. Вы уже фактически, ваша страна, и вы, как налогоплательщики, вы постоянно содержите разные страны мира только за одну политическую лояльность по отношению к США, приверженность вашей либерально-демократической системе ценностей. Но во многих этих странах, которые вас поддерживают, нет никаких полезных ресурсов для вашей страны. Или в соотношении они минимальные, вы и так страна богатая. А есть вы получаете только потоки разношерстных иммигрантов, социально незащищенных людей и постоянные запросы правительств этих стран на финансирование разных политических авантюр. Зачем такой великой и сильной стране, как Соединенные Штаты Америки, вообще нужна такая иррациональная, нелогичная политическая система? Или, быть может, это вам пришла пора менять свое мировоззрение всей нации американской, свою политику, прежде всего международную. У вас внутри страны мы знаем все прекрасно. Может быть, есть страны и народы, которым вовсе не нужна ваша модель демократии, и которые намного старше и мудрее вас в своем этническом развитии. А есть страны даже богаче на основе своего энергетического потенциала и мудро проводимой внешней политики, как, например, Объединенные Арабские Эмираты. И есть много людей во всем мире, которые любят и ценят культуру и историю США, отмечают 4 июля как День независимости и сами тянутся в вашу страну, стремясь обрести там свою вторую родину. Америка и так востребованная иммигрантами страна, и лучшие умы, талантливые люди разных профессий сами постоянно приезжают в вашу страну, желают получить гражданство Соединенных Штатов. Но такой вот, как сейчас, агрессивной и бессмысленной внешней политикой, тщательно скрываемой, а то уже и не скрываемой, вы дискредитируете сами себя, свою великую нацию, свою же собственную модель демократии. Например, арестовывая счета российских граждан, оказывая давление при голосовании в ООН и доходя до прямой дискриминации по национальному признаку. Америке давно пора взяться за ум и начать менять свою политику. Это вам очень скоро может понадобиться и доктор, и адвокат. Америка, тебе пора начать жить более рациональной политикой и проявлять больше искренней дружбы к своим соседям, которые становятся все сильнее, формируется новый миропорядок, в котором появляются новые международные центры и оплоты политико-экономической силы.
Китай, Россия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и другие страны. Только в старом, отжившем свой век больном сознании новая сильная страна воспринимается как угроза безопасности Америки. Эти сильные, новые и старые поднимающиеся страны, они не враги вам и не угроза, а потенциальные союзники и друзья, игровые конкуренты нашего большого рынка, большого нового мира. Но пока у вас у власти в США стоят старики с болезненным восприятием мира, опираясь на политическую доктрину из прошлого, где обязательно нужен внешний враг, вы не будете дальше прогрессивно развиваться, а ваш американский Форт Нокс, ваши деньги будут постепенно истощаться, уходить на непонятные расходы военных глобальных авантюр во всем мире. Чтобы только поддержать вот эту старую, изжившую себя модель власти и мира, где Америка является единственным и великим мировым лидером. Это давно не так, откройте глаза, open your eyes, open your mind, look and see, this is new world. Это новый мир, откройте глаза, look around, посмотрите вокруг. Новые политические центры давно формируются во всем мире, и вы не сможете при всем желании воевать со всем миром за свое болезненное господство. По сути, уважаемые граждане Америки, вы давно содержите ненормальных безумцев со стороны, мы смотрим, на наш взгляд, простых граждан от России во всем мире. Вот стоящих у вашей власти, которые финансируют бесконечные войны во всем мире, непонятно для чего и зачем, и затем перекладывают всю вину за свои военно-стратегические провалы, политические ошибки на Россию, формируя из нее образ главного врага, который якобы заинтересован в войнах. Когда главный интерес России во все времена просто мирно жить и трудиться, и в России очень много людей, которые при этом любят и ценят историю и культуру США. И об этом можно поговорить отдельно, но здесь уместно сказать, что мы очень ждем выхода нового фильма из саги о Звездных войнах, Оби-Ван Кеноби. В России много поклонников творчества Джорджа Лукаса. Я лично вырос на англо-американской литературе, фантастике с именами Роберт Шекли, Гарри Гаррисон, Клиффорд Саймак, Роджер Желязный, Франсис Карсак, хотя он французский, неважно, Кейт Лаумер, Майкл Муркок, Артур Кларк и многие другие. Это классика англо-американской фантастики, это великие писатели. И это мои учителя, ориентируясь на творчество которых я пишу сейчас свои книги. Толкин, конечно, Джон Рональд Руэлл. Если говорить о музыке, это великое множество групп, а западных именно мне нравится и многим моим друзьям. И даже молчу здесь про Элвиса Пресли, которым всем нравится во всем мире. Многим очень людям, миллионам нравится Элвис Пресли. Или там Motorhead, современная группа, уже тоже становящаяся классикой. Тяжелый рок-н-ролл такие. И много-много примеров другой разной прекрасной западной современной музыки. Всем известна прогрессив рок-группа Pink Floyd. Ее в России очень любят. И, например, композиция актуальная Dogs of War. Но кто стоит вот за этими зверствами любой войны? Только политики. Только, я уточню, слабые политики, которые не способны реализовать свой стратегический политический курс другими мирными методами. И это не проблема какой-то одной политической организации в отдельно взятой стране. Это целая система когда-то двуполярного мира, который постепенно превращался в однополярный мир. И сейчас мы видим формирование многополярного мира. Вот как оформлена сейчас главная страница моего сайта Home. Вот она, картина нового мироздания. А проще говоря, все люди осознают, что мы живем на одной небольшой даже очень планете,
Эта цивилизация может просто погибнуть, как гибли многие цивилизации в древние времена, и не оставить после себя настоящего следа. Если мы сейчас не пересмотрим свою политику, все люди и в России, и в США, и в других странах. Америку все очень любят за Голливуд. Я с удовольствием пересматриваю старые фильмы из 60-х, 70-х, 80-х годов с участием Клинта Иствуда. Очень хорошие фильмы про Дикий Запад как раз. Тогда было золотое время в развитии нашей цивилизации. А такие фильмы, как, например, трилогия «Назад в будущее», это уже вообще не ваш фильм, американцы. Это уже, поверьте, русские знают его гораздо лучше и растащили на цитаты и фрагменты в своих соцсетях. И в 2021-2022 год, Рождество, я пересматривал старые фильмы с участием Брюса Уиллиса, «Крепкий орешек». Очень хорошие и поучительные фильмы. И это та американская культура, которую мы все любим и хорошо знаем. Это примеры американской мечты и демократии. И показатели, что с террористами никогда нельзя договариваться. Это бессмысленно. Иногда против террора недостаточно одного супергероя, и приходится проводить военную операцию. Хотя, понятно, там всегда будут жертвы. Жизнь устроена несколько по другим законам, чем продуманный сценарий блокбастера, и с этим приходится считаться. Мы любим вашу культуру и уважаем те ценности культурные, которые Америка дала России и миру. Но если вы хотите войны с русскими, вы тоже ее получите. Ремарка — это не политическое заявление. Это политики имеют право делать такие заявления. Это моя аналитика. Просто история России. Обратитесь к истории России. Про войны с Россией, насколько это рациональное действие. Наш народ умеет сражаться, и русские не сдаются. У нас в народе есть такая поговорка и такое правило. Действует стабильно с древних времен и до настоящего времени. И когда ваше правительство организовало некие экономические санкции против России, вы знаете, для русских это как комары. Как комары, которые могут помешать работе, но не могут остановить работу. И в конце концов мы избавимся от этих комаров и выработаем свой иммунитет, новые оригинальные системы защиты, чтобы работать спокойно. И все, чего мы хотим. Русские и американцы не враги. Нас разъединяет враждебная политика наших амбициозных властей. А мы с вами похожи, и нам надо учиться друг у друга, перенимать опыт и просто дружно жить на этой небольшой планете. А главный наш общий враг — это чудовищно нарушенная экология. Благодаря этому дисбалансу везде на планете жить стало неспокойно. И в Соединенных Штатах постоянно происходит, мы наблюдаем, ураганы, землетрясения, смерчи и цунами, уносящие жизни и приносящие разрушения, порой даже больше, чем иная война. А мрачная перспектива такого бездумного обращения с природой — это сценарий из фильма «Интерстеллар» 2014 года про задыхающуюся планету и вынужденный поиск новой обители для землян. В России также бывают масштабные пожары лесов, торфяных болот, всем это известно. Загрязнение окружающей среды во всем мире. И Китай хорошо в этом способствует. Давно перевалило все разумные пределы. Это наша общая и главная проблематика. Есть политические силы, которые подогревают все войны во всем мире, разыгрывают свои сценарии мироустройства, сами оставаясь в тени и под защитой. И эти политические силы не принадлежат какой-то одной стране. Всем людям во всем мире, нормальным, здравомыслящим, пора задуматься вот именно об этом. И фильмы есть «Обитель зла» с Милой Йовович, славянкой, кстати, по национальности. Очень хорошие, показывающие такой сценарий. Мы похожи, и нам есть над чем совместно поработать. Но есть и разница менталитета. Теперь обратите внимание. Западный человек более рационален. Вы организовали санкции против России. Эти санкции, согласно вашим графикам, очень успешно действуют. Экономика России, кажется, вот-вот рухнет. Но вы не понимаете, что русские живут несколько по другим законам, по своим.
И наша страна довольно часто за всю историю развития стояла, что называется, на грани банкротства. Но тем не менее не сдавалась никогда. И не прогибалась под врага, никогда не прогнется. И когда вы задействовали эти санкции, вы просто активировали самый древний, скрытый русский ресурс, нажали на главную кнопку, на главную черту русского характера. Духовный резистор нашей древней нации. Вы думаете, главная кнопка это в чемоданчике у президента? Главная кнопка это духовный резистор сопротивления русской нации, любой внешней агрессии. И мы здесь все умные люди, мы прекрасно понимаем, что войны давно ведутся в экономическом поле. Русский человек и русский этнос устроен так, что чем больше на него давят извне, какие-то враги, какие-то ограничения, санкции, просто вот беды и зло, тем больше он сопротивляется. И сломать этот резистор невозможно. Это показывает вся русская история. Обратитесь к ней, и вы убедитесь в этих словах. Еще во времена Наполеона говорили, что русского солдата надо 2 раза убить и потом еще толкнуть, чтобы он упал. Сегодня войны ведутся в экономическом мировом формате, и без иллюзий, конечно, мы все пока конкуренты на мировом рынке. И в этой реальности экономических войн санкции, конечно, это определенное оружие и конкретный удар, но мы все сейчас на войне. И вся Россия объединилась и продолжает объединяться под эгидой сопротивления этим вашим санкциям. И если вы думаете, теперь внимание, что я кремлевский агент, пропаганду сейчас вам несу люди американские, и мне кто-то платит за эту пропаганду, то вы очень ошибаетесь. Я вообще не разделяю политику президента Путина ВВ и курс этого правительства. У меня очень много лекций, выступлений и публикаций за несколько лет, от 2015 до 2022 года. Документальные есть свидетельства, как я выступаю и о чем говорю. И на канале Daniel Abrams Records, и публикации текстовые на моем сайте astrolife.space. И везде я призывал все эти годы не голосовать за Путина. Но в настоящее время, поймите, мне все равно, какая у Путина внутренняя политика и даже насколько тяжелое наше экономическое положение. Мне важно, как и любому русскому человеку, оказать вам сопротивление внешнему врагу, не подчиниться давлению ваших санкций, выжить, перестроиться, адаптироваться и победить. И весь здравомыслящий русский народ сейчас отбросил все внутренние разногласия. Эта война нас сплотила и объединила, мы за справедливость, и мы всегда сумеем отстоять свою правду под любым давлением извне. Еще раз укажу рационально, аналитически просто вам. Поймите, на просчет ваших рациональных политиков Запада вы организовали санкции и смотрите на графики экономики, считаете и видите, все верно, окей, all right. График показывает мощный спад в экономике страны, и вы думаете, что нанесли ощутимый удар по России, что побеждаете. Но я вам сейчас демонстрирую тот другой график, о котором вы мало знаете или ваши психологи поработали плохо, о русском этносе. Нарисуйте логарифм этнического сопротивления русского народа и единения русского этноса, и полюбуйтесь этой восставшей положительной гиперболой. В своей практике я называю такие алгоритмы синхрографики и пишу книгу про это, аллегории и инфографику, которая может отображать какие-то скрытые, неочевидные процессы. Я не люблю Путина, про любовь поговорим. Считаю его политический курс губительным для России, и в последние годы его авторитет, нашего президента в России, он вообще на самом деле пошатнулся, многие люди были недовольны, политическая верхушка власти в России очень нуждалась в реванше. Вы своими санкциями, политикой двойных стандартов, культивируемой русофобией на Западе дали Путину Владимиру Владимировичу настоящий козырь, карт-бланш. Теперь он снова лидер и народный герой в умах и сердцах россиян и может проводить любую политику в жизнь за последние 3 года своего правления. Последний, по моим астрологическим расчетам, ремарк. Подумайте об этом, налогоплательщики США. По сути, вы финансируете политическую поддержку авторитета, роста авторитета президента другой страны через океан России, Путина Владимира Владимировича.
И непонятно, зачем вообще вам это надо. Ваши политики заигрались в политические игры. Заврались, вранье, ложь. И сами уже не осознают, что они делают с Америкой и во всем мире. А для русского народа ваши санкции — это просто очередное народное этническое развлечение, игра в испытание на прочность. Сейчас идет год Тигра 2022. Тигр всем предлагает играть, но это игры хищника такого. Надо оскал иметь определенный, силу иметь. Играть, воевать, выступать с апелляциями к политике и духовным традициям. Это активные рыбы сейчас, как вы видите. Вот. Астрологическую инфографику. И все это и поднялось и во всем мире. Осознавать культуру и традиции своего народа. Апеллировать к патриотизму, к уставу и конституции своей страны. Атмосфера этой игры очень напряженная, но если приглядеться, на самом деле веселая, а не страшная. Мы пережили в свое время блокадный Ленинград, наши деды и прадеды, и мы их сыновья или внуки. У нас была шоковая терапия перестройки и чудовищный экономический и даже культурный дисбаланс. Была война в Чечне и неравенство в 90-х годах. И мы все это пережили и стали только еще сильнее. А вы нас решили напугать какими-то санкциями, когда Россия уже давно вполне благополучно освоилась на мировом рынке, имеет определенную силу, авторитет и вес, и влияние в мировой торговле и политике, и огромные, колоссальные природные ресурсы, умных и талантливых людей. В итоге все, чего вы добились, это просто некоторая модернизация логистики в мировой торговле. Россия сейчас станет более тесно торговать с Китаем, а это могущественный союзник. И вам ли этого не знать? До этого ваше правительство считало, что есть два основных врага – Россия и Китай. Представьте, что сейчас, благодаря такой санкционной политике, эти два титана постепенно сольются воедино. Какого конкурента получит Америка? А Европа вообще не имеет таких энергетических ресурсов, она исчерпала себя уже. А разработка альтернативных видов топлива требует времени и мощной инфраструктуры. И без российской нефти и газа Европа сможет продержаться в прежнем благополучии какие-то считанные месяцы. Именно для Европы, не для России уже ощутим этот удар ваших санкций. Вы ударили кувалдой сами по себе, образно выражаясь. Глупо и болезненно. И в России каждый простой мужик в любой деревне, фермер, крестьянин у нас называется, он смеется над вами. И поверьте, я общаюсь со многими людьми русскими, и с фермерами, и с предпринимателями. И они просто сочиняют анекдоты про ваше правительство и про эти санкции. У нас в народе это называется пилить сук дерева, на котором сидишь. Идиоматическое выражение. Я лично учился на практике по учебникам вашего американского бизнес-тренера Брайана Трейси и взял многие базовые принципы для организации своего бизнеса из этих учебников. Все мои друзья и коллеги, астрологи и психологи, предприниматели очень любят, уважают, ценят Брайана Трейси, его мнение. Бизнес-тренер, писатель, лектор. И я очень сомневаюсь, что этот бизнесмен и мудрый, седой уже даже аналитик хоть как-то поддержал бы такой опрометчивый шаг, как санкции против России. За Брайана Трейси говорить, конечно, не имею права, но спросите, обратитесь к нему. Я думаю, он в Америке очень уважаемый человек. Есть много других прекрасных американских лидеров в истории, на которых стоит равняться. Но то, что ваше правительство сегодня делает, это вершина глупости. Вопрос только в том, как быстро вы, американский народ, осознаете критические ошибки ваших политиков. Обратитесь к истории, посмотрите документальные фильмы о мировых войнах, и вы увидите, что все, кто уверенно и бодро начинал войну с Россией, через несколько месяцев уже возвращались домой ни с чем. Это замерзшие и голодные солдаты, разочарованные полководцы, разбитые полки. Так было с армией Наполеона, так было с фашистами во Вторую мировую войну. И вот сейчас формируется новый миропорядок. Все это чувствуют и осознают.
происходит формирование нового мирового рынка и даже новых законов, правил игры. И здесь ваши американские политики объявили санкционную войну России. Вы понимаете, что вас ждет уже через несколько месяцев? Какая картина маслом? По моим астрологическим расчетам, Западная Европа сможет выдержать удар от этих бредовых санкций максимум до августа. Иррационально это действие. И после все постепенно вернутся к сотрудничеству с Россией и снова будут заключать выгодные для своих стран двусторонние договоренности. Как я сказал, так и будет. Америка страна богатая, имеет больше энергоресурсов и развитую экономику, сильную, и то с долгами, сильную инфраструктуру промышленности, развитый бизнес. Вы можете выдержать этот удар, конечно, но при этом вы теряете главное, вы дискредитируете сами себя в глазах мировой общественности. Обратитесь к американским астрологам и спросите, что означают вот эти позиции. В глазах мировой общественности теряете свой статус. Америка всегда ассоциировалась с глашатаем демократии. Ваша статуя свободы держит факел и книгу в руках. Все ее такой запомнили, любят, ценят и знают. А сегодня, по факту, этим факелом ваша страна, политики вашей страны, но вы живете в этой стране. Она разжигает войны, неся не свет свободы, а огонь разрушений в чужие страны, финансируя эти войны. Естественно, вы не сами воюете. А книга эта, Священное Писание от 4 июля, она идет на растопку этого самого огня, когда вы сами нарушаете те основополагающие законы демократии, которые провозглашаете, которые у вас провозглашены. Когда ваши политики финансируют разные террористические организации во всем мире, когда вы препятствуете свободной торговле и нарушаете неприкосновенность частной собственности. Это полное нарушение всех демократических основ вашей Конституции. И это правда, а не то, что вам говорит официальный канал BBC или CNN, хотя и там могут быть, конечно, здравомыслящие журналисты. Это та правда, которую видим мы, 150 миллионов русских, и которую поддержат многие люди во всем мире. Америка, благодаря политике ваших взорвавшихся, залгавшихся властей, Соединенные Штаты больше не могут быть светочем демократии. Увы, вы дискредитировали сами себя. Ради каких-то непонятных амбиций ваши политики финансируют войну в Украине. Это уже всем известно и понятно. Осталось документальные факты добыть. Фальсифицируют разные документальные данные о ходе боевых действий. Оказывают давление на членов Совета Безопасности ООН и пытаются перекинуть всю ответственность и вину за эту войну на Россию. Вы можете сейчас закрыться от этой правды и сказать, что это вот я сумасшедший. Но пройдет время, и все это вам станет очевидным, гражданам Соединенных Штатов Америки. А вашему правительству известно все это уже сейчас, и они нагло и лицемерно врут вам, и врут всему миру, а возможно врут даже сами себе. Америка, ты погрязла в политической лжи. Это очевидно всем, кроме вас, отцов мировой демократии. И мы больше не хотим у вас учиться. Мы давно научились всему и взяли все, что может дать американская демократия. Я говорю как астролог с большим опытом за всю Россию, что теперь внешнеполитический курс России пойдет на восток, на сближение с Китаем, Казахстаном, Индией. И ваша санкционная война, нота бене, это то орудие, тот домкрат, которым вы подтолкнули Россию к этой новой прогрессивной интеграции. Браво, Америка! Русский просвещенный народ вам аплодирует стоя. А в России сейчас многие люди выходят на демонстрации протестов за мир и против войны. Но, на мой взгляд, это вам, американскому народу, пора выходить на демонстрации против войны в Украине. Вам. Это не нам она нужна. Мы еще услугу миру оказываем, что избавляем наши войска от бактериологических лабораторий, от биологического оружия, которое может вред нанести всей планете. И к вам это может прийти, эта зараза, если взорвется. Против войны в Украине, против всех других войн, которые организованы на ваши деньги, деньги налогоплательщиков США. Зачем вам нужны вообще эти войны?
Россия не воюет с Украиной, мы только защищаем свои национальные интересы. Как бы поступили вы, американцы, ваше правительство, если какая-то страна, какое-то государство стало вдруг размещать станции с бактериологическим, биологическим целые комплексы оружием вблизи непосредственных границ Соединенных Штатов Америки или даже хотя бы на территории Аляски? Ответ нам известен, вспомним историю Карибский кризис и попытки размещения ракет на Кубе. А Украина гораздо ближе к России, чем Куба, к США. Это наши национальные интересы, государственные интересы России. Безопасность своих границ, своих граждан. И мы даже не обязаны перед вами отчитываться. Но дипломатически Россия отчитывается как цивилизованная страна в рамках определенных мировых договоров. За военных стратегов я здесь говорить не стану, но я верю и вижу, что эта война ведется максимально аккуратно и корректно, со всем вниманием к мирным жителям Украины. Российская армия сражается профессионально. Смотрите чаще независимые ТВ. Выступление постоянного представителя президента ВА на Пензе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций или интервью министра иностранных дел Лаврова Сергея Викторовича. По-вашему, эти уважаемые высокопоставленные политики тоже врут? Посмотрим, что покажет время. Астролог за правду. И правда откроется очень скоро. И как астролог я скажу, я уже много раз говорил, все эти расчеты производил, что уже в мае 2022 года весь мир начнет пересмотр своей политики в отношении России, идеологии, политики, отношения. А эти смешные санкции могут продержаться максимум до августа 2022 года. С максимальным вредом для стран Западной Европы, страны, которые поддержали эти санкции. И с максимальной пользой для дальнейшей стратегической политики России. А русский народ воспринимает эту войну, еще раз скажу, эти санкции просто как вызов, как очередное испытание для укрепления своей силы духа, обороноспособности. И никто здесь в России, поверьте, не сомневается в нашей однозначной победе в этой войне. По моим расчетам, все боевые действия, они закончатся уже к концу апреля, завершатся. К началу мая 2022 года. И мир станет совсем другим после этой войны. Преображение ожидает Украину, мощные преобразования произойдут и в России. А с кем будете вы, Соединенные Штаты Америки? Останетесь в той же старинной доктрине своего неоспоримого величия, со старыми политиками. Я не про возраст говорю, уточняю, политкорректно, а про модель мышления, мировоззрения этих политиков, которые родом из 20 века. Им постоянно нужен внешний враг, и только в этом они живут в этом состоянии. И у нас такие старые политики, но не все они с болезненным восприятием мира. Так вот, с кем вы будете? Останетесь в старинной доктрине своего неоспоримого величия со старыми политиками, которым очень нужны войны, чтобы оправдать свой политический курс, закрыть свои политические просчеты этими войнами. Вы намерены и дальше нести свою американскую демократию заблудшим народом. Или, может быть, это вам настала пора меняться и чему-то новому учиться у восставших русских. Нам всем давно пора заняться прогрессивным освоением космоса. И это определенный вызов современному миру, всей человеческой цивилизации. Америка и Россия здесь могут сыграть роль локомотива, лидеров на планете, где уже истощаются на этой планете энергетические ресурсы, даже жизненно необходимы чистые H2O, вода и воздух. И завтра нам всем, может быть, придется перебираться на Марс или Титан, или еще куда подальше. И смотрите, ремарка, фантастические фильмы, они не так далеки от реальности. Только безумцы и старики у власти могут продолжать играть в глупые политические войны родом из 20 века, делить какую-то непонятную власть на Земле, когда перед нами открыт весь космос. И этот звездный космос ждет общечеловеческой интернациональной экспансии. Не Китая, отдельно взятого, России или США. Это интернациональный путь, международные программы и альянс. Только вместе мы можем взять этот рубеж. Это обращение к здравомыслящим гражданам США и новым молодым и прогрессивным политикам Америки, от астролога из России. Я космополит и гражданин мира,
И я очень люблю Америку, я вам скажу. И мне очень стыдно сейчас за такую современную политику властей США, которые дискредитируют саму суть демократии. Спасибо за внимание.